В этом видео я покажу вам, как сделать такую же красивую тему на ваш Samsung Galaxy. Если у вас не поддерживается GoodLock, вы можете использовать аналоговый лаунчер FineLock из PlayMark. Ну а также все использованные файлы и программы залью к себе в телеграм-канал. Можете оттуда их абсолютно бесплатно скачать и использовать. Ну что ж, давайте начинать. Начнем мы с вами с системы. Первым делом нам, конечно же, с вами нужно изменить обои. Для этого у меня есть специальное приложение Wallcraft. Тут у нас есть куча обоев, но я уже нашел и скачал две вот такие вот картиночки. Три точки, установить как обои, выбираем два экрана и смотрим, как это будет выглядеть. Нажимаем «Готово». Далее переходим в настройки. Обои и стиль, палитра цветов, включаем основные цвета и выбираем вот этот вот серый пресет и применяем. Ну и теперь элементы интерфейса у нас в системе стали черно-белого цвета. Идем дальше. Теперь поговорим про приложение для виджетов. Король здесь это KWGT. Приложение позволяет настроить виджет вообще как вы хотите, поменять форму каких-то отдельных элементов, цвета, там надписи и так далее. И для данного приложения существуют разные пакеты виджетов. Один из таких это Element. Это платный пакет, но в своем телеграме оставил его, конечно же, для вас бесплатно. Сначала устанавливаете KWGT, а потом уже этот пакет. Также для виджетов еще скачал в Play Market вот такое вот приложение, тоже про версию, кому надо, оставлю в телеграме. Здесь тоже есть различные виджеты, но мне он нужен для виджета с музыкой. Теперь переходим в наш любимый GoodLock. Все, что нам с вами требуется скачать в GoodLock, это Theme Park, Lockstar и Home App. Home App на некоторых устройствах может не появляться, в таком случае вам нужно воспользоваться FineLock. Итак, начнем, наверное, с Theme Park. Запускаем, выбираем снизу Quick Panel и создаем новый стиль. У меня он уже создан. Выставите те цвета, которые примерно соответствуют моим. После этого нажимаете на стрелочку и сохраняете. Потом нажимаете на сохраненный и выбираете Apply. Все, у вас оно применилось, и смотрите, как это выглядит. Нормально. Дальше идем в Volume Panel. Здесь точно так же мы создаем с вами новый стиль. Выставляем примерно такие же цвета, как и у меня. Также на стрелочку сохраняем и Apply. И посмотрите, как выглядит теперь панель громкости. Вот такая вот тоже черно-белая панель. Ну и последнее это иконки, конечно же, в этом приложении. Также создаем новый. Выставляем форму. Я выберу кружочек. Потом во вкладке эффекты мы выбираем Emboss и выставлять значение, как у меня, Icon Color. Черный выставляем, и в самой Icon монохром тоже черный выставляем. Также можете нажать на вот эти вот квадратики сверху и посмотреть, как будут выглядеть ваши иконки. Это можно сказать как просмотр. Если вам какая-то из иконок не нравится, вы можете, естественно, на нее нажать и выбрать иконку отдельную, если вам это не понравилось, и ее сюда вставить. В общем, нажимаем на стрелочку, сохраняем, выбираем Apply. И посмотрите уже, как выглядит наша система. Все иконочки у нас поменялись абсолютно. И даже если вы будете скачивать новые приложения, у них иконки тоже поменяются. Home App. Запускаем. Включаем здесь Home Screen. И включаем следующие настройки. Во-первых, это Use Settings Dialog on Home Screen, App Icon Setting, DIY Home Screen и Widget Setting. Мы с вами включаем. Ну и в принципе все. После этого вы зажимаете на главном экране, и у вас появляется вот здесь вот Home App. Нажимаем. Здесь можно разные штучки настроить, например, спрятать индикатор страниц, но мне это не надо. Мы с вами выбираем вкладку App Icon, проверяем, чтобы здесь все было включено, но выключаем мы здесь Show Item Label on Home Screen, надписи у нас убираются. И если хотите, можете подрегулировать размер иконок. Дальше у нас с вами вкладочка Widget, здесь тоже смотрим, чтобы все было как у меня. И Adjust Content Size, наверное, лучше немножечко увеличить. Ну что ж, теперь самое интересное. Мы с вами будем располагать виджеты на нашем экране, на домашнем экране, а также даже на экране блокировки. Для этого проверьте, чтобы у вас был установлен модуль
Logstar. Вот такая вот штучка у вас появится после установки. Итак, я за кадром поместил виджеты. Я думаю, вы знаете, как их делать. Вот виджеты. И тут выбираем нужное приложение. Итак, какие виджеты я поместил? Во-первых, это вот этот виджет часов, он встроенный. У каждого виджета я поставлю на максимум непрозрачность. Это встроенный виджет календаря, также непрозрачность. И форму можете выбрать. Дальше, вот этот вот виджет, это Movies Widgets. И я выбираю вот такой вот виджет. Потом Settings, тему Default и цвет просто подбираю, какой мне нравится. Background Color черный поставлю и Transparency тоже увеличу. Дальше вот это вот виджет галереи, выбрать изображение, и я вот сюда вот эту вот луну поставлю вот таким вот образом. И также в настройках форму подрегулирую. То есть выглядит наш экран с вами уже очень даже неплохо. Я думаю, что добавлять сюда больше ничего и не стоит. Как нам с вами расположить виджеты ровно? Мы с вами зажимаем. Вот здесь у нас появилась кнопочка DIY. Мы с вами можем выбирать каждый виджет, его как-то перемещать вообще как хотим. У нас тут есть выравнивание, если что. Как выровнять вот эти вот нижние приложения? Мы их все выбираем. На третью кнопочку нажимаем, прожимаем первые две кнопочки и получается вот эту кнопочку, предпоследнюю. Таким образом они у нас относительно друг друга выровняются. Далее мы их привязываем и можем их перемещать вместе. Чтобы сделать виджеты на заблокированном экране, мы с вами заходим в настройки, обои и стиль, выбираем главный экран. Я уже подготовил тут виджеты, вот первый, вот такой вот, и второй у меня вот здесь вот. Но проблема в том, что часы, вот эти вот наши системные, они мешают. Мы их можем либо оставить, если вам это нравится, но я их не хочу оставлять. Я во вкладке стиля выберу пустой стиль. Вот он. И на их место поставлю вот этот вот виджет из KVGT из пака элемент. Ну вот, например, вот таким вот образом я его размещу. Как добавить виджеты? Нажимаем на Logstar, App Widgets. Тут выбираем Custom Widget, Add Widget. Вот, у нас добавился вот сюда вот. Мы меняем ему форму. Потом с экрана блокировки нажимаем на него, разблокируем телефон, и у нас открывается Custom Widget. Сейчас покажу, как там настроить виджет. Так вот, вы добавили виджет, вы на него нажимаете, у вас открывается KVGT, и выбираете установленный пак Elements. Далее выбираете вот отсюда любой понравившийся вам виджет, допустим вот этот, да, сохранить. И тут нужно разрешение. Окей, сохраняем. И вот он у нас маленький очень получился. Я его растянул на весь экран вот таким вот образом. И как настроить размер? У нас в настройках есть группа слоев в виде списка. Мы на нее нажимаем, переходим во вкладку слой и видим здесь параметр масштаб. И его просто увеличиваем. Вот, плюс-минус для более детального масштабирования у нас. Сохраняем. И как видим, виджет увеличился. Если захотите, пишите в комментарии, могу сделать обзор вообще на KVGT, как там что настраивать и так далее. Ну и в принципе все, кастомизацию мы с вами завершили. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, переходите в мой телеграм-канал, скачивайте оттуда все файлики. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.